Жил-был старик со старухою, у них не было детей, а взяли к себе приемыша. Когда приемыш вырос, то люди сбили его отойти от них. Идет он ни путем, ни дорогой, попадается ему старик и спрашивает: «Куда идешь, добрый молодец?» «Иду, куда глаза глядят, сам не знаючи. Жил я у добрых старичков в детях, да меня люди сбили, заставили их покинуть. Жаль мне тебя. Вот возьми, добрый молодец, уздечку и ступай к такому-то озеру, там увидишь дерево, взлезь на него и спрячься. Прибегут 77 кобылиц, напьются, наедятся, наваляются и опять уйдут. Прибежит же ребеночек, обойди вокруг его, надень уздечку и поезжай куда угодно». Приемыш взял уздечку и, как сказано, обошел вокруг жеребенка, сел на него и поехал. Ехал он много ли, мало ли, далеко ли, коротко ли, и видит, на высокой горе что-то светлеется, словно жар горит. Подъехал туда и усмотрел чудное перо. Слез жеребенка, хочет перо поднять, говорит ему жеребенок: «Не бери этого пера, добрый молодец, от него беда тебе будет». Добрый молодец не послушался, взял перо и поехал в другое царство. Приехал и нанялся у одного министра в услужение. Царь увидал приемыша, стал хвалить его ловкость и проворство, где нужно было 10, а он один все делает. Министр и сказывает: «А знаете ли, ваше царское величество, какое у него есть перо дивное?» Царь приказал принести перо, себе показать. Полюбовался пером, и пришелся ему по душе приемыш, взял его к себе и сделал министром. А жеребенка на царскую конюшню поставили. Вот прочим вельможам-то не показалось, за что да царь его жалует. То холопом служил, а то в министры угодил. Идет мимо их ерыга и спрашивает: «О чем, братцы, задумались? Хотите, я вас научу, станьте-ка все вместе до носы повесьте». Царь мимо вас пройдет и спросит: «О чем думаете? Аль невзгоду услыхали?» А вы отвечаете: «Нет, ваше величество. Дурного мы ничего не слыхали, а только слышали, что ваш молодой министр похваляется достать этого дивного пера птицу». Они так и сделали. Царь призывает своего молодого министра, сказывает, что про него слышал, и велит достать самую птицу. Добрый молодец пришел к жеребенку, пал ему в ноги и говорит: «Обещал царю этого пера птицу достать. Вот я тебе сказывал, не бери пера, будет беда». «Ну да это еще не беда, а победка. Поди скажи царю, чтоб сделали тебе клетку, одни двери отворялись, а другие затворялись, и чтоб в этой клетке было 2 ящика, крупным и мелким жемчугом насыпаны». Добрый молодец доложил царю, и тотчас все было исполнено. «Ну, — говорит жеребенок, — теперь поедем к такому-то дереву». Приемыш приехал на сказанное место, клетку поставил на дерево, а сам в траву спрятался. Прилетела птица, увидала жемчуг и впорхнула в клетку, дверцы захлопнулись. Приемыш взял клетку, привез и отдает царю. «Вот, ваше величество, этого пера птица». Царь еще больше его возлюбил, а вельможи пуще прежнего возненавидели, собрались и начали думать, как бы его извести. Идет ерыга и говорит тем вельможам: «Хотите, я вас научу? Сейчас мимо вас пройдет царь и спросит: какую думу думаете? А ли что дурного слышали? А вы скажите: слышали мы, что ваш молодой министр похваляется высватать в 3 месяца ту прекрасную невесту, что ваше величество 33 года сватали, да не высватали?» Царь, слыша такие речи, крепко возрадовался, тотчас послал за своим молодым министром и приказал ему, чтобы непременно высватал ему ту прекрасную невесту. Тот обещался, пришел к жеребенку, пал ему в ноги и стал просить помощи. Отвечает жеребенок: «Говорил тебе, не бери пера, будет беда». «Ну да это еще не беда, а победка. Поди скажи царю, чтоб он велел сделать корабль, обить его красным бархатом и нагрузить златом, серебром и разными драгоценными вещами, и чтоб этот корабль и по воде плавал, и по суше ходил». Приемыш доложил царю, и в короткое время все было исполнено. Сел он на корабль и жеребенка с собою взял. Побежал корабль по суху, поплыл по морю и, наконец, пристал в государство царь-девицы. На ту пору царь-девица собиралась замуж выходить за какого-то короля. Посылает она нянюшек и мамушек закупать, что ей к свадьбе надо. Нянюшки да мамушки увидали корабль, прибежали к царь-девице и повестили, что из дальних стран товары привезены. Царь-девица поехала на корабль, загляделась на разные заморские редкости, а того и не замечает, что корабль давным-давно назад пошел. Опомнилась, да уж поздно. До сих пор промолвила: «Ни один человек обмануть меня не мог, не знала я никого мудрее себя. А вот же выискался такой хитрец, что и меня провел». Привезли ее к царю. Тот ее за себя прочит, а она говорит: «Достань сундук с моими уборами, так пойду за тебя». Царь отдал приказ своему молодому министру. Молодой министр выслушал, пошел к жеребенку и рассказал ему. Жеребенок говорит: «Поди теперь один по такой-то дороге.
будешь ты сильно голодать, а что попадется навстречу, не моги того есть. Вот идет приемыш дорогою, попадается ему рак. Разобрал доброго молодца сильный голод. Эх, съесть бы мне этого рака. Отвечает рак: не ешь меня, добрый молодец. В некоторое время я тебе пригожусь. Идет дальше, попадается ему щука, на песке валяется. Разве щуку съесть? Не ешь меня, добрый молодец? Отвечает щука: в некоторое время я тебе сама пригожусь. Подходит к реке, глядь, рак ключи несет, щука сундук тащит. Взял он ключи и сундук и отнес к царю. Говорит тогда царь-девица: сумели достать мое приданое, сумейте пригнать сюда 77 кобылиц моих, что в зеленых лугах промеж хрустальных гор пасутся. Царь приказал это дело своему молодому министру, а тот упал в ноги жеребенку и стал его просить. «Говорил я тебе, не бери пера, будет беда», — сказал жеребенок. «Ну да это еще не беда, а победка. Поди скажи царю, чтобы велел конюшню построить, одни двери потворялись, а другие затворялись». Как сказано, так вскоре и сделано. Сел верхом добрый молодец, поехал к тому же дереву, где прежде жеребенка добыл, и спрятался в траву. Прибежали кобылицы, напились, наелись и навалялись. «Ну, — говорит жеребенок, — садись скорее на меня да погоняй больше, чтобы я что есть силы скакал. Не то кобылицы съедят нас». Выскочил жеребенок с добрым молодцем и поскакал во весь дух. Долго ли, коротко ли скакал и прямо в конюшню влетел, а кобылица за ним. Только что успел жеребенок в другие двери выскочить, они и захлопнулись, кобылицы в конюшне остались. Доложили царю, он пошел сказать царь-девица, а та отвечала: «Тогда за тебя пойду, когда все 77 кобылиц будут выдаены». Царь приказывает своему министру, а он опять идет к жеребенку и слезно молит о помощи. «Поди скажи царю, чтоб велел котел сделать, в который бы ровно 77 ведер входило». Сделали котел. Жеребенок говорит своему хозяину: «Сними с меня уздечку, обойди кругом конюшни, потом смело садись под каждую кобылицу, дой по ведру и выливай в котел». Добрый молодец так и сделал. Доложили царю, что кобылье молоко надоено. Он к царь-девица, а та отвечает: «Вели это молоко вскипятить, да в нем и выкупайся». Царь позвал своего молодого министра и приказал ему то купанье наперед испробовать. Залился добрый молодец горькими слезами, пришел к жеребенку, пал ему в ноги. «Теперь, — говорит, — мой конец настал». А жеребенок в ответ: «Говорил я тебе, не тронь пера, будет беда». Вот она и пришла. Но да делать нечего, надо тебя выручать. Садись на меня, поезжай к озеру, нарви той самой травы, которую кобылицы едят, натопи ее до тем отваром с головы до ног и облейся. Добрый молодец сделал все, что ему жеребенок наказал. Приехал, бросился в кипучее молоко, плавает в котле, купается, ничего ему не делается. Царь видит, что министр его совсем здоров, расхрабрился и сам туда ж бросился, да в ту ж минуту и сварился. Царь-девица выступила из терема, взяла доброго молодца за руку и сказала: «Ведаю я все, не царь, а ты мои слова исполнял, я за тебя замуж иду». И на другой же день сыграли они знатную свадьбу.